В мировой поп-культуре трудно найти феномен, сопоставимый по масштабу влияния с группой BTS, чье название расшифровывается как Bangtan Sonyeondan или Bulletproof Boy Scouts. Когда парни из небольшого и на тот момент почти банкротного агентства Big Hit Entertainment дебютировали в июне 2013 года с треком No More Dream, никто не мог представить, что через несколько лет они будут выступать на Генеральной Ассамблее ООН, бить рекорды Billboard и собирать стадионы уровня Уэмбли и SoFi быстрее, чем легендарные рок-группы прошлого. Но этот беспрецедентный, почти космический взлет на вершину музыкального Олимпа породил небывалую волну мифов, конспирологических теорий, токсичных слухов и откровенно жутких историй, в которые до сих пор верят миллионы людей по всему миру. Индустрия кей-поп устроена так, что за идеальной глянцевой обложкой, светящимися улыбками на трансляциях Weverse и хореографией с синхронностью швейцарских часов всегда скрывается колоссальное напряжение, жесткий контроль и обратная сторона славы, которая питает самые безумные фантазии нетизенов. Начнем с самого фундаментального пласта мифов, преддебютного периода и формирования самого состава коллектива. Официальная версия гласит, что RM, Suga, J-Hope, Jin, Jimin, V и Jungkook — это те самые 7 избранных, которые прошли через ад тренировочных будней и создали группу. Однако в корейском сегменте интернета годами живут пугающие легенды о так называемых «стертых участниках» и призраках преддебютного состава. Мы знаем реальные факты. Через тренировочный процесс проходило множество парней, например, Ким Джи Хун, который жил с первыми участниками в одной комнате, но был отсеян перед самым дебютом из-за несоответствия концепту. Но фанатская среда развила эту мысль до уровня мрачного заговора, утверждая, что изначально группа планировалась как 8- или 9-местная, а один из исключенных стажеров якобы совершил нечто противозаконное или нарушил жестокий пункт контракта, из-за чего компания зачистила все архивы, стерла его имя из баз данных, а хореографию ранних треков экстренно перекроила на 7. Конспирологи до сих пор выискивают на старых размытых видеозаписях из репетиционных залов пустые пространства в рисунке танца, искренне веря в существование негласного проклятия 8-го участника, хотя на деле перед нами стандартная, жестокая текучка кадров на фабрике стажеров, где выживают лишь сильнейшие. Не меньший резонанс в свое время вызвали слухи, бьющие по самому больному месту всей индустрии — личной жизни артистов. В мире айдолов романтические отношения приравниваются к тягчайшему преступлению против фандома, ведь компании десятилетиями продают концепт эмоциональной доступности и принадлежности артиста своим поклонникам. Несколько лет назад корейские паблики и анонимные форумы взорвались детективным расследованием о том, что лидер группы Ким Намджун якобы тайно женат на девушке из богатой немедийной семьи. Поводом для многомиллионных обсуждений стало кольцо на его безымянном пальце. Случайная фраза в интервью о том, что он задумывается о покупке вещей для будущих детей, а также сомнительные инсайды от анонимов, утверждавших, что они видели Намджуна с невестой в элитных районах Сеула. Ситуация накалилась настолько, что агентству пришлось нарушить золотое правило игнорирования сплетен и выпустить официальное опровержение. Этот миф живуч потому, что фанатам психологически тяжело принять взросление своих кумиров. Мысль о том, что взрослые мужчины за 30 могут иметь реальные семьи или тайные романы, разрушает иллюзию сказки, заставляя людей верить, будто компании с помощью жестоких договоров скрывают от общественности целые пласты личной жизни артистов. Если тема личной жизни питается фантазиями, то тема сосенов — это документальное подтверждение того, как любовь может трансформироваться в психопатологию и криминальный бизнес. Вокруг BTS сформировалась теневая индустрия сталкерства, где на закрытых форумах и в даркнетовских чатах за баснословные деньги перепродаются персональные данные участников, номера их мобильных телефонов, паспортные данные, графики перелетов и брони в отелях. Чонгук во время своих прямых эфиров неоднократно открыто умолял одержимых фанатов прекратить заказывать еду к нему домой или названивать на личный аппарат, когда он пытается отдохнуть после изнурительного многочасового шоу. Ходят жуткие, передающиеся из уст в уста истории о том, как сталкеры умудрялись проникать на закрытые этажи отелей в других странах, чтобы забрать оставленную кружку или элемент одежды в качестве трофея. Граница между свободой человека и его существованием в золотой клетке стирается до состояния абсолютной прозрачности, и хотя охрана усиливается с каждым годом, лазейки в законах о преследовании в разных странах оставляют артистов один на один с этой навязчивой и пугающей реальностью. Еще одна темная грань успеха, породившая слухи и подтвержденные факты,
Это изнурительные стандарты красоты и перфекционизма в Южной Корее. Долгие годы в сети ходили страшные разговоры о том, через какие физические лишения проходят парни ради идеальных пропорций на экране. И позже эти слухи подтвердились из первых уст. Вспомним эру Blood, Sweat и Tears, когда Чимин Парк Джимин из-за жестокой самокритики и комментариев хейтеров довел себя до экстремального истощения, сидя на диете с ограничением до 1 приема пищи в день на протяжении 10 суток при суточных многочасовых репетициях, из-за чего регулярно падал в обмороки прямо на тренировочной площадке. В преддебютные годы система контроля веса трейни, по слухам, работала как швейцарский механизм: еженедельные взвешивания перед лицом менеджеров, публичные выговоры и лишение базового рациона за малейший набор граммов. И хотя сегодня отношение к здоровью кардинально изменилось, а сами участники открыто призывают беречь себя, шрамы от этой системы остаются, а миф об идеальной легкой сказке разбивается о суровые медицинские диагнозы, хронические травмы спины и коленей, которые артисты скрывали от камер во время мировых турне. Вершиной же конспирологической мысли стали теории о том, что беспрецедентный триумф азиатской группы на западном рынке якобы не мог произойти естественным путем и управляется тайными силами или иллюминатами. Конспирологи разбирают каждый клип группы, будь то Fake Love с его разрушающимися декорациями, Blood, Sweat и Tears с отсылками к падшим ангелам и мифам, или литературные метафоры из вселенной BTS Universe, вдохновленные психоанализом Карла Юнга и романами Германа Гессе. Все эти художественные образы, маски, зеркала и темные аллюзии трактуются не как глубокая концептуальная литература и режиссура, а как масонские знаки, ритуалы инициации и инструменты кодирования массового сознания молодежи. Разумеется, с точки зрения здравого смысла, успех BTS обусловлен гениальным маркетингом, честностью текстов о ментальных проблемах молодежи и невероятной работоспособностью самих парней, но масштаб созданной ими эстетической вселенной оказался настолько сложным и многоуровневым, что грань между искусством и параноидальным вымыслом в фанатской среде растворилась окончательно.